Всем привет. В общем, заранее говорю, что в этом видео я буду немного тупить, так как я почти всю ночь не спал. А видео с распаковкой мне очень хотелось сделать как можно скорее, так как и так видео на канале не было больше месяца. Нормальное видео будет позже, это будет полноценный обзор на одну игру. Так что если хотите следить за производственным процессом и моей жизой, то подписывайтесь на телеграм-канал. Заказывал я это делюкс издание на сайте Fangamer. Обошлось оно мне в $88, это с учетом доставки и налогов. А вот стоит ли это, так сказать, коллекционка этих денег или нет, мы сейчас узнаем. Ну все, закрывай рот и переходим к распаковке. Кроме непосредственно самой коробки и отражения замажу на монтаже, тут еще в комплекте идет вот такой вот zip-пакетик с чем-то там от Fangamer. Это целая прям такая книжечка. Ну это просто рекламная брошюра. Товары с различным мерчом самых разных игр. Тут Undertale, Deltarune, Celeste. С другой стороны тут Sosalis, Elden Cringe. В общем такой, обычная рекламная брошюрка, в принципе, красивенько. Тут еще есть какая-то открытка по Artist Series Collection номер 35. Quality Design Fangamer Crow Country. Наверное, это какая-то игра, я не шарю, честно говоря. Вот такая открытка, честно говоря, по внешнему виду мне напомнила Эну. Получается, это как коллекционные стикеры и открытки при заказе каких-то товаров с Fangamer. Не, конечно, очень прикольно. Интересно, конечно, выглядит персонаж. Тут некая какая-то женщина. Так, самое интересное, это непосредственно сама коробка. Боже, это пиздец. Почему она такая маленькая, твою мать? Внутри должно быть куча всего. Это потом уже по ходу обзора я уже покажу. Внутри, как минимум, должна находиться 16-страничная эпилог манга. И как они смогли ее поместить? Она типа настолько маленькая, что ли, обалдеть. Как бы аккуратно так надрезать, чтобы коробку не повредить. Супер. Получается очень красивый арт со всеми солами непосредственно. Тут корни. И на обратной стороне еще написано, что для того, чтобы насладиться игрой, нужно иметь хотя бы базовые навыки чтения. Так что, если вы не умеете вдруг читать, то Nine Souls не для вас. И, кстати говоря, что-то я сразу не сказал. Да, это Nintendo Switch версия, но это не значит, что у меня есть Nintendo Switch. Нет, Nintendo у меня нету. Просто я этот картридж как раз таки с игрой буду потом продавать. Вот и все. Весь мерч просто заберу себе. Ебать, они тут понапихивали, обалдеть. Первое, что у нас тут вываливается, это монета Шушани. Шуань-шуань, называйте его как хотите. В общем, вот так монета выглядит. Она вроде как металлическая, вроде как. По-моему, металлическая. Прикольно, я вот подобную штуку видел в делюкс издании к Undertale. Там только был кулон золотой. Так, вот непосредственно... Ох, какая красота, ёб твою мать. Вот непосредственно сама коробка с игрой. Тут вот, получается, с обратной стороны у нас тут скриншотики из игры. Мелкая хэн. Самим. Краткое описание, в принципе, все очень даже, в принципе, достаточно красиво исполнено. Открываем. Там внутри тоже, кстати говоря, должно быть что-то интересное. Опа! Так, вот это... Секунду, опа, так. Ладно, промокод есть, я, наверное, его лучше себе заберу, не знаю. Хотя в ближайшее время не знаю, буду ли что заказывать. Вот, и картридж с игрой. Кстати говоря, я, наверное, его не буду пробовать. Они должны быть чем-то обработаны, каким-то горьким, да, чтобы дети в рот не пихали. Но внутри тут еще было кое-что. А именно, вот такая карточка, она двухсторонняя. Это рисунки Шушаня, которые находятся в павильоне. И вот это достаточно интересная фигня. В общем, в чем соль? Вот эти карточки можно было увидеть у разработчиков на одной из выставок, на которой они были еще в 2024 году. Они туда фотки выкладывали, вот, и я их тогда как раз эти карточки и заприметил, но там они были по отдельности, то есть одна карточка с Yi, а другая с Hen. Это забавно, потому что теперь их можно получить вот так вот, купив просто физическое издание Nine Souls. Это, конечно, очень интересно. Тут еще есть мануал. Я думал, что он будет побольше, но он прям вообще микроскопический, как будто бы это какая-то инструкция из киндер-сюрприза, я не знаю. Редицы, да, титры разработчиков Red Candle Games, арт с Yi, который стоит перед Абакусом. Да, но ничего особенно интересного, то есть просто типа кадры из игры, какие-то краткие описания, что тут будет в игре происходить, описание механик, да, вот, карта непосредственно самого нового Кунь-Луня. Что тут? Персонажи описаны, Шушань, Yi, Руи, Куафу. И что, все, блядь, типа, что, больше персонажей нет в игре, что ли? Как будто, что за херня? Это все наполнение обычного физического издания. Из наполнения непосредственно самого делюкс издания у нас была только монетка пока что, но это не все, это далеко не все. Вот оно. И это все. Ну, типа, я, конечно, так громко об этом
сказал, типа, о, это еще не все. Да не, это все по факту. Memories of Fusan, блять, это вот эта манга, это и все, что, ёпт. Я думал, она по размерам будет большая прям, а она такая маленькая. О, кстати, очень приятный принт внутри, то есть, типа, тут как бы, ну, сама обложка, она глянцевая, а страницы, они такие прям бумажные, очень приятные. Но мало то, что нарисовано, так история написана как раз-таки тоже оригинальными авторами игры непосредственно. То есть Ши Уэй Ян и Пегги Хо. Я извиняюсь, если неправильно произнес. В общем, такая микроскопическая шняга. Честно говоря, я думал, что она будет больше гораздо. Она просто микроскопическая, это пипец. Такой просто буклетик какой-то. Там на сайте было написано то, что тут 16 страниц. Ну, короче, да, максимально так, конечно, да. По-скромному, скажем так. Вот эта наклейка, честно говоря, я не понял, что это. Там написано, на сайте было что написано, что такое джамбо-стикер. Что это значит, хрен его знает вообще, честно говоря. Ну, просто стикер, такая наклейка, получается, интерфейса, скажем, это, короче, интерфейс управления климат-контроля. Вот, в павильоне 4 сезонов, где еще Шань-Шань ковырялся. Что тут еще есть? Вот это. О, это целая карта нового Кунь-Луня. В принципе, очень качественно пропечатана, никаких шакалов я не вижу. В общем, вот, да, карта нового Кунь-Луня. И она еще с обратной стороны. Тут вот, вот это прям клево. Получается, логотип игры, Абакус и вот этот арт. Я, честно говоря, не помню. Ну, по-моему, этот арт можно увидеть его на карточке в Стиме, по-моему. Неправильно, блин. Ну, что тут еще осталось? Остались стикеры. Ну, тут, в принципе, ничего особенного. Что тут получается? Тут у нас Хэн, Куафу, Шаньхай, И. Это просто, по сути, свои спрайты из игры непосредственно, да, которые в диалоговых окнах используются. А Абакус Руи, по-моему, ну, тоже в игре где-то используется. Вот это именно конкретно этот спрайт. Может быть, я, честно говоря, не помню уже. И вот эти оба арта тоже с Шушанем, и я постоянно забываю его имя. Короче, алкаш. Ну и нимфа мистическая. Вот. И последнее, что еще, в принципе, у меня осталось, это тоже наклейки. Все солы. Тут, кстати, тоже вот этот логотип на инсолса тоже это наклейка. Ну и все. И стоит ли оно своих денег, честно говоря, абсолютно не стоит. Ну, типа, это слишком дорого. Но, с другой стороны, игру я продавать буду, а так как это достаточно такая, ну, не то чтобы не сказал бы прям нишевая игра, но именно в том плане, что физические издания, физические картриджи, там, диски и так далее, вот с подобными играми, они достаточно очень ценятся, именно особенно среди комьюнити Nintendo Switch, то, мне кажется, я смогу с легкостью продать вот этот картридж за нормальную цену и немножечко отбить стоимость. Еще хотел выразить огромнейшую благодарность за активность под предыдущим видео. Честно говоря, я вообще просто охренел от количества комментариев, от количества лайков, которые я получил под видео. Ну, просмотров, конечно, не так уж и много, но активность в комментариях была просто супер. Я не знаю, я обалдел, мне очень приятно, серьезно. Вот за это просто огромное спасибо. Я никогда такой поддержки на ютубе прежде не получал, так что, ну, все, короче, ждите следующее видео. Подписывайтесь опять-таки на телеграм-канал. Так что давайте, удачи и до скорого. Really matter. Good try, man.